А там? Вот. Может, у тебя другой канал Вот. включен? А, есть? А у меня нет. В чем? Почему опять в привате? Можно, чтобы по умолчанию не в привате ставилось? Скажи, у тебя появилось? Что-то нет. Только трансляция закончилась какая-то. Это точно с того канала зашла? Нет, там. Я там вообще ничего не трогала. У тебя покажет, что в прямом эфире. Может, там не поменяла? Где там настройки? А где эти настройки меняются? Какие? Ну, приватность там. Поменяла я там. Здесь они меняются. А, вот сейчас есть. Все, пошло. Давай, рыбы тебе. Который час? Я не знаю. Всем привет, привет, привет. Мы находимся в Калининграде. Ранним утром. И сегодня эфир в честь прекраснейшего аспекта Венера-Нептун. Смотрите, как речка застыла буквально. Часто по утрам река, она останавливается, затихает. Это всегда очень красиво, особенно если что-то плывет. Но сейчас у нас ничего нигде не плывет. Мы с вами погуляем по городу Калининграду по-утреннему, когда он еще на рассвете. Ну, вернее, уже не на рассвете, но еще весь спящий, сонный. Потому что сегодня выходной день, 2 мая. Сегодня из аспектов у нас сейчас будет с утра секстиль Солнца и Луны. Очень хороший аспект для начала дел, для того, чтобы проводить время дома со своими родными, близкими. Вот. Дальше у нас после обеда будет аспект квадратуры Меркурия.
и Луны. Могут появиться споры с братьями и сестрами. Ну, в общем, суетной такой аспект, бытовой, суетной, связанный с разговорами, с поездками, с какими-то краткосрочными делами, с организацией мероприятий. А вечером у нас шикарный аспект соединения Венеры и Нептуна. Аспект творческий. В первую очередь это аспект любви. Поэтому можно смело настраиваться на романтические свидания, на встречи, заниматься тем, что дорого сердцу, тем, что нам нравится. Давайте прогуляемся по прекрасному городу, в котором я родилась, по Калининграду. Посмотрим, какой он утром красивый. Рыбаки, конечно же, не дремлют, потому что, вероятно, самое время ловить рыбку. Даже я не знаю, мы там сможем пройти? Нет, давайте там не пойдем. Пойдем по дороге. Но река просто шикарная. Шикарная спящая утренняя река. О, видно, рыба плещется. Вообще, я спрашивала у рыбаков. Они тут ловят карасей, щук, подлещиков, разную мелкую рыбеху. Так, вот здесь вот здание такое заброшенное, его будут ремонтировать, вероятно, реставрировать. Это было здание, по-моему, биржа янтаря, янтарная биржа. В общем, это теперь историческое здание. Историческое здание. Прекрасное утро выходного дня. Что может быть лучше? Гулять утром по городу. По центру города, я бы так сказала. Вот собачки. У нас тут их много. Они все привитые, ухоженные. Вот это здание. Это город потихоньку просыпается, машины начинают ездить. Немного поздно я вышла, но тем не менее. Я думаю, что все самое интересное, самое утреннее, утреннюю тишину, утренний покой мы сможем увидеть. Мы сейчас с вами пройдем на остров Иммануила Канта. Погуляем на острове. Тут вот у нас строят Кант-Сити. Строительство жилого дома современного.
тут дорога будет не очень красивая. Под мостом. Это самый короткий путь. Чтобы быстро дойти. Вот такое здесь строительство. Кант-Сити. Так. Основной мост, в принципе, нашего города. Стакадный мост. Построенный, вроде в 72-м году или 71-м. Я не знаю точно, но где-то вот в то время. Тут у нас здание немецкой биржи. Открывается красивейшее здание. Со львами. Мы сейчас немного пройдем по мосту и спустимся на остров Канта, где у нас находится кафедральный собор. Вот такая биржа. Немецкая. Немецкое здание. Музей изобразительных искусств на данный момент. В советское время это был дворец культуры моряков. Проводились различные мероприятия. Здание с того времени практически не изменилось. Его реставрировали несколько раз. Поднимемся на мост. И тут у нас сидит папа Хомлин. Сейчас я вам его покажу. У нас в городе есть семейство Хомлинов. Они находятся в разных местах города. И туристы, у них такой некий квест. Они собирают все семейство. Ходят по городу и фотографируют. Вот такой папа Хомлин сидит на мосту. Хранители города. Можно сказать, семейство домовых. Вот такой он красавчик. Обычно тут очень много туристов, все хотят его потрогать, с ним сфотографироваться. А сейчас утро, никого нету. Поэтому мы можем спокойно и свободно ходить и разглядеть папу очень хорошо. Река тоже начинает просыпаться. Итак, про сегодняшний аспект. Ой, соединение Венера-Нептун. Венера – это любовь, Нептун – это иллюзия. В принципе, любовь и есть иллюзия. Венера-Нептун – это приятная иллюзия. Музыканты, которые пишут музыку, могут войти в состояние приятных иллюзий и создать шедевр. Смотрите, как красиво. Здание биржи во всей красоте. Немного опоздали, немного надо было раньше, когда солнышко практически только встает. То уже начинает город просыпаться сейчас. И вся красота утренняя проходит.
приходит суета. Так вот, аспект. Этот аспект прекрасен для любви, для творчества. А учитывая то, что сейчас новолуние, это первая четверть Луны, хорошо начинать все новое. Кстати, Меркурий прямой, Венера прямая, Марс прямой. Венера выходит из петли. Вошла в Овна буквально позавчера вечером. И захотелось действовать. Так что сейчас хорошо начинать активности, особенно связанные с творчеством, с красотой, с эстетикой. В эту неделю время активных начинаний. И так как новолуние было в Тельце, начинаний, связанных с финансами, хорошо начинать какие-то дела, которые в будущем нам могут приносить денежку. Так, вроде открыты ворота. Здесь их иногда закрывают. Ворота открыты. Вот они. Тут центральная улица, получается, острова. Но раньше, конечно, тут не было улицы, это был просто остров. И тут у нас расположились разные палатки. Красота какая! Пойдемте спустимся. Вечером вчера тут было столько много народу. Ну, мы, может быть, и сегодня вечером придем. Потому что, кстати, точное соединение Венеры и Нептуна будет вечером. В 8 часов вечера. Парни, которые хотят сделать предложение. Хорошее время, чтобы сделать его сегодня вечером. Расходится аспект напряжения в небе между двумя силовыми планетами. Между Марсом и Плутоном. Наконец-то мы выходим из состояния напряжения во многих вопросах. И сегодня вечером многие люди могут испытать состояние такое релакса. Здесь пахнет деревом. Деревом и сеном. Кто не пьет, тот заносчив. Кто не ест, тот подозрителен. Вот меню. Просто сейчас здесь еще пока никого нет. Скоро все проснутся. Корешка, пиво, лучшая еда. Действительно, корешка в нашем городе. Это просто вкусняшка. Так, а здесь труд сделать из обезьяны человека, а пиво из человека философа. Ударник труда. Да, можно посидеть, вероятно, сфотографироваться здесь. Интересно. Вечером тут очень много народа. Конечно, всем хочется покушать блины, колдуны, пряности и папа. 10 лет. Поэтому я вам показываю остров ранним утром в городе Калининграде. Пока никого нет. Выпивалыч Кант. Любители пива уже, вероятно, Канта окрестили Выпивалычем.
Там Запеканыч, Выпивалыч. Лобстер. Запеканыч. Морское бистро. Тут тоже можно сфотографироваться. Сено разбросали. Миндальный домик. Вот марципан. Вообще наш город славится марципанами. Все везут в подарок отсюда марципаны калининградские. А на вкус это, конечно же, строганина. Строганина из пиламиды. Практически в каждом заведении. Я так поняла, это кант. Копченая рыба из печи. Действительно редкий момент увидеть это место пустынным. Время есть мясо. Согласна. Да тут можно фотографироваться практически везде. Фотозоны. Можно сфотографироваться с Шреком. Калининградский тролль. Нет, грильмастер Шрек. Вообще, какого знака зодиака город Калининград? Какой бы вы знак зодиака дали городу Калининграду? Это вопрос к жителям Калининграда. У меня есть идеи на эту тему. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайкосик. Поддержите меня как-нибудь. Если не сложно, конечно. Красота. Вот. Редкая возможность увидеть это место пустынным. Расскажите мне, как у вас проигрывается аспект Венера-Нептун? Так, в какую сторону мы пойдем? Пойдем вот туда. Меня тянет к эскимо. Тут можно приобрести сувенирные монеты. Ох, сувенирные монеты. Вот так они выглядят. Шатры, палатки. Я не видела их. Их не видно с центра, когда идешь. Вы слышите пение птиц? Калининград — зеленый город. Здесь много птиц. Особенно если на побережье просыпаешься. Там еще и запах сосен. Море, чистый воздух моря, сосны. Интересные такие шатры. Костер. Я не знаю, может быть, это даже для ночлег для туристов. Как романтично заночевать на острове Канта в центре города, где-нибудь в шатре. Так, сейчас мы дойдем до реки и немножко пойдем вдоль реки навстречу солнцу. Так вот, расскажите, как проигрывается у вас аспект соединения Венеры и Нептуна?
А как он должен проигрываться? Ну, конечно, в первую очередь в романтических отношениях. Это такой момент влюбленности, когда конфетно-букетный период, когда все только начинается, когда захватывают мечты, фантазии, грезы о прекрасном будущем, когда хочется мечтать. Ну и, к сожалению, когда многие люди ошибаются в своем выборе. Но аспект позитивный, поэтому скорее больше можно испытывать приятные положительные чувства, чем отрицательные. Но потом Нептун — это же планета, которая постепенно нас вводит в состояние. Планета релакса. Она не резкая, она мягкая, плавная. Потихонечку смещает точку сборки, смывает наши позиции в сторону. Так она действует незаметно для человека. И я всегда Нептун сравниваю с чем? Нептун — это вода. И когда заходишь в море, ты заходишь в одном месте, начинаешь там плавать, купаться, и вещи свои оставляешь возле воды. А выходишь уже совсем в другом месте, хотя тебе казалось, что ты никуда не перемещаешься, что ты как в озере. Зашел прямо и вышел прямо. Зашел прямо, а вышел уже в другом месте. Вот так работает Нептун. Ты в него входишь в это состояние в одном месте, а выходишь уже совсем в другом. Ты уже думаешь совсем по-другому. Ситуация вокруг тебя совсем другая, но ты и не заметил. Кстати, Нептун отвечает также за все измененные состояния сознания, за запрещенные вещества, за алкоголь и за все остальное, что может изменить наше видение. И Нептун меняет его незаметно для нас. Человеку кажется, я всегда могу выйти из этого состояния, выйти из этой воды. У меня нет зависимости, но оказывается, что это сложно сделать. Так же сложно, как тяжело ходить в воде. Потому что слишком большое сопротивление. Вот. Действие Нептуна, оно схоже с этим действием. Но не будем о плохом. Когда сложно выйти из какого-то состояния своих иллюзий, состояния своих заблуждений. Когда выходишь из Нептуна, спадают розовые очки. А вот сегодня как раз Нептун соединяется с Венерой. Это когда хочется одеть эти розовые очки. Напишите, у кого сейчас роман в самом начале. Тем более Венера только вошла в Овна, она стала активная, она стала огненная. То есть у многих роман вот прямо сейчас начинает развиваться, вот прямо сегодня вечером так активно начнет действовать, допустим, ваш молодой человек. Вдруг неожиданно. Поэтому сейчас хорошее время для начинаний, связанных с красотой, с искусством. Так, фотоархеология Кнайпхофа. Это вот так вот выглядел остров раньше, до того, как его разбомбили. И остался только кафедральный собор, вот этот, который мы видим вот здесь. Вот он остался. И вот эту башенку, то он остался без башни и без крыши. Остались только стены. Я это говорю, потому что я это помню. В детстве всегда ездила мимо острова в музыкальную школу. И хорошо помню, как поставили крышу на вертолете. Ту башенку поставили. Начали реставрировать. То есть то, что мы сейчас видим, это все уже облагорожено, это уже все красиво сделано. Раньше это все было не так. Тут даже не было деревьев. Тут было пустынно. В центре были стены без крыши.
стены, на которых видны были остатки снарядов с немецкими надписями. То есть, как оно осталось после войны, так оно и было. Кафедральный собор, вот этот, про который я говорю, что здесь были только стены. Теперь все здорово, теперь красиво. Теперь приезжайте в Калининград, вы не пожалеете. Кино, еда и музыка. Пойдем посмотрим дедушку Хомлина. Папу Хомлина мы уже видели. Сейчас я вам покажу дедушку. Пока никого нет. Вечером здесь просто весь мост занят людьми. Остров Канта. Вот там очень много лодок. Разных, вообще разных. Покататься по реке стоит 1000 рублей. 45 минут. У всех одинаково. Плавательные аппараты. У всех разные аппараты. Я не знаю, как сказать. Плавательные суда. У всех разные. Цена у всех одна. Вот дедушка Хомлин. А сюда приезжают молодожены и вешают свои замочки. Очень много фотографий, где за дедушкой Дом Советов. Такое большое квадратное здание у нас раньше стояло. Наконец-то его нет. Его год назад снесли. Я еще приехала из Москвы и застала последнее, когда его сносили. Это здание простояло практически 50 лет. Долгострой. Он не строился. Одинокий дедушка утром сидит. Никого нет. Скоро ему лысину протрут, потому что все его трогают, все его гладят. Зимой некоторые люди начинают на него одежду одевать потеплее. Шапочки, шарфики, не только на него, на всех хомлинов, которые в городе у нас находятся в разных местах. Каштаны. Самое лучшее время в году, когда цветут каштаны. Вот чувствуется, да, уже такое романтическое настроение? Потому что я напомню, эфир в честь соединения Венеры и Нептуна. Мне бы хотелось поговорить с кем-нибудь, как в вашей жизни это проявляется, как вы ощущаете этот аспект. Но у меня на эфире никого нету. Я, наверное, его сохраню, этот эфир. И если вы захотите что-то сказать, вы можете оставить в комментариях, как в вашей жизни проявляется этот аспект. А еще вы можете оставить в комментариях, как вы думаете, какого знака зодиака город Калининград? А как понять вообще, да, какого знака зодиака может быть город? Ну, у каждого города есть характер. И местные люди, наверное, понимают, какого знака зодиака характер их города. Опять же таки, характер познается в сравнении. Надо поехать в другие города и побывать там, чтобы понять, каков твой город. Вот это очень хорошо работает. Потому что я 5 лет прожила в Москве, приехала в Калининград и поняла, что нет лучше города, чем мой. Вот могила Канта. Иммануил Кант. Утром тут красота, вообще красота. Сувенирные монеты, сувенирные магниты. Пойдемте посмотрим, что там. Ой, здесь можно что-то купить. Здесь можно купить янтарные украшения. Выберите товар с помощью клавиатуры, оплатите. Через терминал заберите товар. Спасибо за покупку.
Вот такие браслетики. Из янтаря и с вкраплением янтаря. С участием янтаря. Вот необработанный вообще янтарь. Красиво. Детские браслетики по 500 рублей. Взрослые 900, 1000. Ну, в общем, цены-то приемлемые, совсем даже приемлемые. Сувенирные магниты. Цитаты Канта. Оплата картой. Вот такие вот магниты, видно их? А какие цены? Ну, 150 рублей, 168, 154. Вот видите, это цены. Вообще даже цены очень даже приемлемые. Можно оплатить наличными, можно оплатить картой. А вот тут Кант с цитатами. Терпение – это сила слабых, нетерпение – это слабость сильных. Иммануил Кант. Чем больше привычек, тем меньше свободы. Согласна. Это точно. Неблагодарность есть суть мерзости. Да. Имей мужество пользоваться собственным умом. Образование – причина всего хорошего, что возникает в мире. Правило счастья. Что-то делать, кого-то любить, на что-то надеяться. Да, это точно. Вот здесь на память можно взять какую-нибудь фразу Иммануила Канта. Это наш философ, если кто не знает. А то я хожу, все говорю про Канта. А кто это, что это? Мы находимся в городе Калининград. Если вдруг вы не знаете. 3 вещи говорят о человеке. Его глаза, его друзья и его любимые цитаты. Иммануил Кант. Единственное, что постоянно, это изменение. Мы можем судить о сердце человека по его обращению с животными. Это точно. Озлобленное сердце обижает слабых. Ой, это я сейчас просто так подумала. Ну, потому что животные — это наши братья младшие. И те, кто их обижает, тот злой человек. Я так думаю. Прекрасный бой курантов. Тестирую микрофон, вернее, отсутствие микрофона. Я пока его еще не купила. Я только начинаю. Поэтому утром иду, и утром меня должно быть слышно. А вечером здесь столько много народу. Даже река вечером не такая спокойная. Утром, видите, речная гладь просто. А вот рыбы, кстати, плещутся. Рыбы плещутся. Как красиво. Первые трамваи. Я приглашаю вас в Калининград. Обязательно приезжайте в Калининград. Вы должны это увидеть. Эти рассветы. Море, потрясающее море. А вы знаете, здесь даже другое небо. Небо другое по сравнению с другими городами. Все познается в сравнении. Здесь оно какое-то более голубое. Может, потому что это моя родина. Это же мой родной город, и я его очень люблю. Может быть, поэтому. Но мне кажется, что даже небо здесь какое-то более голубое. Грузовик проехал за мной. Смотрите, какая красота. Красота. Ну, может быть, и вечером сегодня сюда придем. Потому что я не смогла подключиться ко всем каналам, на которые я хотела транслировать. Мне надо будет еще вечером попробовать, как это все сделать. Но этот эфир я, наверное, сохраню утренний. Потому что мне бы хотелось, чтобы вы написали. Что вы думаете по поводу аспекта Венера-Нептун? Соединение. Соединение – это самый сильный аспект. Вот. Великое посольство Петра I. Кёнигсберг, Калининград. 1697-2017. Да. В последнее время город у нас сильно начал развиваться.
После пандемии туристы начали приезжать. То есть после пандемии люди узнали. Смотрите, здесь трамваи. Тут ходили трамваи кёнигсбергские. Видите, какая узкая полоса. Колея узкая. Так, я хотела сказать, что после пандемии люди узнали про Калининград. Во время пандемии. Потому что стало некуда ехать. Все было закрыто. И люди начали думать, а куда можно поехать на ближайшее море? И вспомнили, что есть Калининград. Вот раньше я жила в Советском Союзе, когда... В Советском Союзе. Ну ладно, это я уже... Так. Вот, в общем, раньше многие не знали, что такое Калининград и где он находится. Я где-нибудь в России говорила, я из Калининграда. А они говорили, а где это? Я говорила, ну как где? У нас же море. Мне говорили, да вы что? Да-да, так и было. А теперь все совсем не так. А теперь в Москве я несколько раз говорила, я из Калининграда. Они говорили, о, мы там были. Море. Детский паровозик «Папа Рос». Паровозик. Вечером тут ездит. Такой черно-красный. Сейчас он, видимо, где-то в гараже стоит. Ну и вот, я говорила про наш город. И многие люди теперь знают, где это. Потому что в последнее время прям вот популярность такая к нашему городу пришла. Это здорово. Я рада. Я рада, что приезжает очень много людей, что город развивается, становится красивее. Я просто счастлива. И я приглашаю вас подумать, как вы думаете, какого знака зодиака Калининград? У меня, конечно, есть версии. Конечно же, есть. Просто я еще не успела снять видео, в котором я буду рассказывать, какого знака зодиака город и почему я так думаю. У меня еще до этого не дошло. Руки не дошли. Я свою камеру приобрела совсем недавно, несколько дней назад. Поэтому все впереди. Я обязательно сниму и расскажу, почему я думаю, что он такого знака зодиака. Я приведу примеры, растянутые во времени. Как это было раньше, как это сейчас. Вот. Во всяком случае, у меня в планах это. А вы можете еще рассказывать про свои города. Как вы думаете, ваш город какого знака зодиака? Птички. Так романтично дерево скрипит. Я не знаю, слышно это на камере или нет. Вот сорока гуляет в поиске еды. Где она? Вон она побежала. Я просто боюсь, что она улетит, если я буду слишком сильно приближаться к ней. Так, если мы сейчас пойдем наверх, то, возможно, меня станет плохо слышно. Без микрофона. Или не пойдем наверх? Даже не знаю. Там тренирует девушка собачку. А пойдемте еще вот до реки дойдем здесь. Тут еще проходят реставрационные работы. Вот с той стороны моста. Там сейчас активно раскапывают, закапывают. Ну, вы же видите, здесь везде брусчатка. Это немецкие камни. Вообще в области очень много брусчатчатых дорог, сделанных из брусчатки. Дорога скользкая, если ехать по ней, но очень прочная. Так как ложили немцы, так она держится вообще долгие-долгие годы. И в детстве, когда я училась, нам рассказывали, что немцы делали такие дороги для того, чтобы танки ездили. Ну да, танки ездили, город-крепость Кёнигсберг.
Для танков нормально. На велосипеде, правда, не очень удобно. Ну, и там такая машина большая. Она будет шуметь. Так, значит, идем в обратную сторону. Ну, в принципе, мы уже так-то обошли остров Канта. Можно пройтись ближе к центру. Давайте попробуем сходить ближе к центру. Сегодня суббота. Многие люди еще работают в субботу. Поэтому не очень тихий город уже. Уже совсем просыпается. Но я думаю, что вечером все равно будут романтические настроения. У очень многих людей. Слышно, наверное, да, машины ездят и стыки. Стыки шумят. Почему-то всегда так. Напомню, мы находимся в городе Калининграде. Бывший немецкий город Кёнигсберг. В народе просто Кёниг. Это самая западная точка России на берегу Балтийского моря. Ну, не совсем на берегу у нас моря находятся курортные города. Примерно в 20-30 километров от города. Что тоже неплохо. Мы с вами съездим туда. И, наверное, не раз. Города очень красивые. Тоже в последние годы облагороженные. Потому что туризм в Калининграде начал активно развиваться. Живи, как мечтаешь. Ну да. Чтобы понять, как надо жить, надо сначала намечтать. Сегодняшний аспект соединения Венера-Нептун очень подходит для того, чтобы намечтать себе будущее. Позитивное, доброе, может быть, даже сказочное. Девушки могут намечтать себе принцев. Большая реклама о коррекции фигуры. Кстати, так часто бывает, что когда в небе выражен какой-то определенный аспект, замечаются все темы, связанные с этим аспектом. Это буквально из каждого там дома, из каждой трубы мы видим эти темы. Потому что коррекция фигуры – это о красоте, это Венера.
как мы хотим ее скорректировать. Наши фантазии, наши мечты – это Нептун. Вот. Получается, что коррекция фигуры для того, чтобы захотеть ее скорректировать, это тоже относится к аспекту соединения Венеры-Нептуна. Вернее, связи этих планет, не обязательно соединения. А вот здесь вот у нас большое такое пустынное пространство. Здесь был Королевский замок, с которого начинался город Калининград. Вообще я не историк, я астролог. Но это знают все, что здесь был Королевский замок. И моя мама еще рассказывала, которая тоже была уроженка города Калининграда. Рассказывала, что в 60-е годы еще стояли стены замка. И они, будучи детьми, лазили в обломках, или как сказать, в руинах замка. Искали клад, искали драгоценности. Вообще, после войны здесь было очень много мест. Очень, даже я помню еще в бомбоубежищах возле школы мы лазили. Брали фонарик, и пройти из одной стороны убежища в другую сторону убежища – это был подвиг. Ну, потому что страшно, и потому что там лабиринты в бомбоубежище. Очень много бывает развилок, и ты не знаешь, в какую сторону идти. И нам в детстве казалось, что там можно заблудиться. Сейчас просто смотришь, что расстояние где-то 150 метров от первого входа до второго входа, ну, максимум 250 метров. Ну, там сложно заблудиться. А в детстве казалось, что там просто нереальные разветвления. И вообще, ты зайдешь в одну сторону и просто заблудишься там. И поэтому это был подвиг пройти из одного конца бомбоубежища в другой. Ну, где-то в первом, во втором классе у нас такие развлечения были. Ходить в бомбоубежище в темноте с фонарем. Сейчас они уже все закрыты, естественно. Ну, вот здесь за гостиницей «Калининград» есть одно такое бомбоубежище, музей. Можно в него сходить и посмотреть, как это примерно выглядело. Те разветвления, про которые я говорю. Как бомбоубежище состоит из коридора и различных помещений. Ну, вообще интересно. Тут теперь официальное бомбоубежище для туристов. Гостиница «Калининград». Вот как она стояла в Советском Союзе. Вот какая она была в Советском Союзе. Ее время вообще не тронуло. Ее время обошло стороной. Она видела многое. Особенно она видела наши праздники. Калининградские праздники большие, где здесь на эстакадном мосту собирался практически весь город. У нас раньше проводились очень мощно дни города. Все 3 дня, пятница, суббота, воскресенье, в летний период, просто превращались в какой-то хаос. Ну, действительно, гуляния были мощные. На 3-й день, ну, даже летали всякие вертолеты, самолеты, парад воздушной техники. Нам показывали всякие мертвые петли в небе. Это было захватывающе. Истребители, разные самолеты, ну, в общем, здесь прям такие шоу были. И на 3-й день весь город собирался на мосту, чтобы посмотреть фейерверк. Не только на мосту, но и здесь все было перекрыто. Мост, вот здесь Ленинский проспект, Центральная улица. Вот. Я не знаю, лет 5 так было, а потом власти поняли, что что-то это не очень хорошо. Все действие происходит.
и перенесли дни города на осень. А осенью уже, сами понимаете, все дети в школу пошли. Уже нету такого желания развлекаться летними теплыми ночами, как это было раньше. Ну да, на утро в понедельник после Дня города город было не узнать. Он был весь в бумажках, фантиках, в бутылках. И бедные дворники еще неделю с огромным трудом это все убирали. Не пойду прям по самому центру. Хочу уточнить, где здесь находится этот блиндаж, про который я сказала. Этот музей. Он находится где-то здесь, а где точно, это надо поискать. Потому что я в него выходила давно. Можно пойти посмотреть, как он выглядит сейчас. Появилась такая идея. У меня такой интерес появился. Вот палатки стоят. Бал Птицепром. Это наша фабрика калининградская. Кстати, по поводу еды. По поводу еды. Это луна. Еда — это у нас луна. Вопрос, который интересует всех, потому что касается всех. По поводу еды. В Калининграде есть своя птицефабрика Бал Птицепром. Это самая такая известная на слуху. И наши курочки очень даже хорошие. Они дороже привозных курочек. Так, подождите, куда идти, я не помню. Они дороже привозных курочек и качественнее. И потом, Калининград, это опять же таки, это мой личный опыт, может быть, я ошибаюсь. В Калининграде очень вкусная молочка. И где же здесь блиндаж-то? Да он же где-то здесь был. Угу. Сейчас попробую карту открыть. Секундочку, открываю карту. Смотрю, где я. Ищу. — 126 метров от нас. Вглубь. Вглубь, я так понимаю, туда. Лучше пойти по дороге. Так вот, в Калининграде самая лучшая молочка, которую я когда-либо где-то пробовала. И по ней, кстати, очень скучаешь, когда ее нету. Даже находясь в Москве, я не могла найти альтернативу. Да, в Москве продается снежок залесский фермер. Вот я постоянно за этим снежком охотилась. Как раз из Калининграда его привозят. Так. Нет, вы знаете, это я не знаю где. Мне кажется, это где-то здесь. Вот в этой стороне. Вот он, кажется, я его вижу. Я такой ходок по картам, что могу начать идти не в ту сторону. Но благо, когда ты идешь по карте, все равно сложно заблудиться. Даже если 10 раз ты пойдешь не в ту сторону на 11-й, у тебя просто не останется выбора. Тебе придется идти и найти. Вот что мы сейчас с вами и сделаем. Музей блиндаж. Вот надпись. Музей блиндаж. Пойдемте узнаем, сколько стоит. Вот.
такое оформление стало. Ну вот, да, в бомбоубежищах вот такие башенки были. Плохо видно, что-то у меня резкость пропадает. Вот такие были башенки. Вероятно, они были обзорными. Там смотришь, нету ли врага. Музей-бункер. Режим работы. А вот про стоимость тут ничего не сказано. Но я думаю, не больше, наверное, рублей 500. В общем, теперь вы знаете, в Калининграде есть возможность побывать в настоящем бомбоубежище. Ну, бомбоубежище это такое разговорное такое название. А вообще это блиндаж. Сейчас мы выйдем на центральную улицу и дойдем до площади. Дойдем до площади, до самой центральной, где раньше у нас был пик парада Первомайского, парада трудящихся. То есть со всех, ну, как везде вообще, во всей стране, со всех концов города тянулись толпы народа. Ближе к площади, где ты проходишь, и тебя снимают на телевидении, всех выстраивали в определенное количество. Шеренга. Шеренга это называется? Или как? В ряд. Всех выстраивали в ряд по 6-8, по-моему. Ну, в разные года по-разному. В разное количество человек. И по площади мы уже шли все ровненько. Иногда шли, иногда стояли. Иногда нам давали флажки в руки. Иногда какие-то транспаранты. Вообще это заставляли всех идти. До 90-го года в школах, на предприятиях. В обязательном порядке надо было идти на демонстрацию. Ну и вот такая была демонстрация, что с утра все тянулись в сторону центра, проходили по центру торжественно, и после этого были свободны. Все, гуляй, Вася, иди отдыхай. Знаете, и народ был такой дружественный, как мне кажется. Ну, я могу это сравнить почему? Потому что однажды мы с девчонками, нам было, лет по 13, наверное, очень хотели пить после демонстрации. Нас мучила жажда. А раньше не было столько много палаток на каждом углу. Раньше был один там магазин какой-нибудь, гастроном. А у нас и денег не было, так как мы были молодые, маленькие. И пришла идея у меня. Мне вообще всегда разные идеи приходили. Так вот, мне пришла идея постучаться в какую-то дверь и попросить попить воды. Мы так и сделали. Там, возле площади, когда нас уже всех отпустили после демонстрации, мы постучались в какую-то квартиру на первом этаже. Нам открыл очень доброжелательный мужчина и дал нам всем напиться вкусного вишневого компота. И вот этот компот я помню всю свою жизнь. Потому что это было здорово. Знаете, такой день трудящихся, и когда массовые какие-то мероприятия идут, это сближает людей. Это сближает, и каждый человек, я не знаю, такое доброе отношение становится. Каждый человек брат. Так и есть. Каждый человек друг, каждый человек брат. И если тебе постучались в дверь, ты открываешь, и напоить людей какой-нибудь вкусняшкой, это самому хозяину приятно. И ему приятно, и нам приятно. Опять, видите, Венера-Нептун. Сегодня аспект Венера-Нептун, и я вспоминаю такие вот вещи. Когда такая доброта, Венера, венерианская такая доброта, ну, правда, лунная, потому что еда – это луна. Такая доброта человеческая проявлялась. Вот. Музыкальный спектакль в Светлогорске. Вот. Янтарь, холл.
Мы с вами туда съездим обязательно. Это находится в пригороде на взморье, ну, на море, на побережье. Потому что мы-то тоже на море, получается. Меня, может быть, плохо слышно. Это я тестирую. Я без микрофона, у меня пока нету микрофона. И я тестирую, как вообще звук. Да что уж тут говорить, у меня вообще первая трансляция. Поэтому присоединяйтесь ко мне. Поддержите меня лайком хотя бы. Мне очень хочется показывать свой город. Мне очень хочется рассказывать про аспекты в небе. Поэтому я и создала этот канал. А город у нас просто прекрасный. Поэтому есть что показывать. Я приехала из другого города, в котором временно жила. В прошлом году, в августе. Посмотрела на Калининград в августе. Это когда теплое море. Это когда просто, это просто сказка. Знаете, такое ощущение было, что я приехала домой, и город меня обнял. Прям город обнял. И я сказала, нет, я не хочу нигде жить, я хочу жить в Калининграде. И вы знаете, через пару месяцев я вернулась в Калининград. Вернулась жить обратно. Потому что такая корова нужна самому. Это как в мультфильме. Если помните такой мультфильм, как мужик корову продавал. Вот. Поэтому Калининград шикарный город. Многие люди это говорят. Потому что тоже это ощущают. Я надеюсь, что все будет хорошо. И я вам покажу еще и Косу, и Светлогорск, и Зеленоградск. Это города, которые на море находятся, на берегу моря. И не только эти города. Сейчас восстанавливаются и в сторону Москвы, туда, вглубь области. Восстанавливаются замки. Например, в одном из них была тюрьма. Долгие годы, 200 лет была тюрьма. Сначала при немцах, потом уже при нашей власти. И, наконец-то, тюрьма освободилась и стала замком. И вы не представляете, какой это прекрасный замок. Все постройки из красного кирпича в нашем городе – это все немецкие дома и города. А вот это отреставрированное здание, вы не поверите. Вы не поверите. Я не знаю, раскрывать секреты или нет. Вы не поверите, как оно выглядело раньше. Ну вот как вот это здание. Как вот та хрущевка. Вот так вот выглядело. А теперь это просто шикарные домишки в центре города. Смотрите, какая красота. Вот. Вот такая красота. И мы подходим к центру города, к площади. Самой центральной площади. Да, вот люди уже прибавляются. Шумы, люди. Но мы все равно дойдем до центра. И, наверное, я слишком быстро хожу. Мне хочется все показать. Вот это здание, которое впереди, отель Европа. Это этот большой торговый центр рядом. А раньше там ничего этого не было. Там было пространство, сквер и кинотеатр «Россия». Самый центральный кинотеатр в городе. Да и площадь очень сильно преобразилась. У нас все преобразилось. Надо приезжать в Калининград и смотреть все самим. Вот такие у нас красоты. Утренние красоты. Туристов прям очень много в городе.
Нас прям любят. Ну а что? Море у нас замечательное тем, что оно прохладное. Потому что когда ты лежишь, загораешь, у нас даже есть сковородки в Зеленоградске, пляж так называется. Вот, когда ты лежишь на сковородке и нагрелся, то что? То тебе хочется охладиться. И ты идешь в прохладное море. И это тебе вот прям ощущение свежести. Ощущение прям потока здоровья дает. При этом пляж песочный. Я не буду говорить про другие моря и пляжи, но я скажу про наш. Пляж песочный, море прохладное, и это всегда освежающий момент. Поэтому я считаю вообще Балтийское море лучшим морем. Оно как раз выполняет функцию охлаждения, когда тебе жарко. Да, когда жарко, когда стоит жара в городе, все после работы и с утра у нас весь город уезжает на море. Вот, как в Москве все москвичи уезжают на дачу, когда приходит май, то у нас все уезжают на море в теплую погоду. И, конечно же, весь город превращается в одну большую огромную пробку. Поэтому лучше купить велосипед и ехать на велосипеде. Ну, правда, может быть, далековато кому-то это покажется, но зато полезно. Кроме всего прочего, по всему побережью из разных прибрежных городов есть велосипедная дорожка. Можно взять велосипед на прокат и прокатиться в течение дня. Там, по-моему, в прошлом году стоило 900 рублей на сутки велосипед. Ну, то есть на весь день можно взять. Приехал утром в 9 утра, взял велосипед и поехал кататься по побережью. Велосипедная дорожка такая прорезиненная, очень качественная. Можно даже рядом ехать, например, с кем вы будете, со своей второй половиной или с кем-то из друзей. Рядом ехать спокойно, разговаривать, останавливаться, купаться, останавливаться, шашлыки кушать и дальше ехать. Прекрасный отдых. Полезный, главное. Так, вот наша центральная площадь. Красивая. Здесь вот сейчас в честь праздников установили наш такой местный дом правительства. И вот как раз перед правительством, получается, устанавливают такую съемную трибуну. Ну или как это сказать? Ну да, трибуна. И, вероятно, здесь будет какое-то действие 9 числа. Перед как это сказать, Белый дом или администрация города. Администрация города. Будут какие-то действия праздничные. Ну, конечно же, будет праздничный салют. Мы с вами, может быть, сходим, посмотрим, какой будет салют. Кстати, салют. Салют по гороскопу — это какая планета? Или какой синтез планет? Интересная вообще мысль. Надо ее обдумать. Если у вас есть какие-то идеи, пишите. Салют. Салют. Какая это планета или какой синтез планеты? Или какая планета в доме? Пойдемте к фонтанам сходим. Вообще они поющие. И вообще они цветные. Но это вечером. Днем они обычные. Но все равно красиво. Калининградский пассаж, вот это здание. Его тоже раньше не было. Из всех зданий было вот это. А вот это.
Ну и вот это. И вот то. Остальное все построили. Вообще в самом Калининграде присутствует влажный воздух. Для некоторых людей, может быть, это непривычно, ну, потому что морской воздух. Но для таких людей, как я, просто в другой местности задыхаюсь. Ну, потому что это моя родина, я привыкла таким воздухом дышать. И когда долго не бываю дома в Калининграде, я прилетаю в Калининград, только выхожу из самолета, и этот воздух, и все. И я первые полчаса дышу полной грудью. Я серьезно говорю. Я еду в машине, я дышу полной грудью, я не могу надышаться. Я говорю, боже, так за это надо деньги платить. Поэтому туристы едут сюда, чтобы подышать 2-3 недели хотя бы этим воздухом. А еще у нас продаются консервные банки с калининградским воздухом. Но это я видела в Светлогорске. Сейчас я не знаю, продаются или нет. Но это такой прикольный сувенир. Привезти воздуха из Калининграда в консервной банке. Такая идея прикольная. Вот. Поэтому я отмечаю, что воздух редкий. Где-нибудь в центральной России понятно, что там климат другой, что там сухой воздух. А здесь вот эта влага, она дает какое-то особое настроение, какое-то особое ощущение от города. Ну и потом само море, вы же сами знаете, что когда ты побываешь на море, покупаешься в течение дня, там какое-то время, приходишь домой, и у тебя такое ощущение, как будто у тебя внутри солнышко осталось, тебя прогрели изнутри, как будто ты получил столько энергии, которой хватит на зиму. На зиму. Да, вот это такой релакс телесный после моря. Это все здорово. Сейчас потеплее станет, конечно, мы поедем на море. Будем смотреть, как выглядят наши пляжи, как выглядят города прибрежные в Калининградской области. Да и не только прибрежные. Вообще очень красиво. Честно я вам скажу. Прям чувствуется, наверное, моя любовь. Ну, потому что я действительно люблю город. И мне очень хочется, чтобы все увидели, какой он красивый. Венера-то в Овне, и Нептун в Овне. Поэтому действие, активность. Что-то долго светофор не включается. Это еще пока что мало народу. Мы успели погулять с утра без шума, без городского шума. Вообще-то, мне кажется, надо еще раньше просыпаться и идти еще раньше гулять. Потому что есть что смотреть и есть что показать. Европа, центральный торговый центр в городе. Ну, стандартный, как во многих городах. Из сувениров, ну, я уже говорила про марципаны. Я говорила про то, что обязательно надо попробовать строганину. Я даже знаю, с какого кафе в городе началась эта строганина и в каком году. Ну, сейчас уже и кафе этого нету. Но коллектив, который там работал, наверное, если увидит это видео, вспомнит и поймет, про кого и про что я говорю. В общем, однажды в одном кафе один повар решил, что надо бы в морском городе продавать строганину. И сделал эту строганину так, как он себе ее представлял.
Сначала была идея сделать строганину из скумбрии, но скумбрия слишком жирная. И потом было решено делать ее из пиламиды. И теперь по всему городу. Вот, кстати, в Калининграде есть такая отличительная черта в нашем городе, что вирусит какая-нибудь штука. Я серьезно говорю, я с детства здесь живу, я знаю. Вот раньше в СССР была такая обувь, которую носили старые бабушки. Ее называли «Прощай молодость». Это такие, значит, из такого материала, как валенки. Такие ботиночки с замочком сверху, с молнией. И вот старенькие старушки носили эту обувь, потому что она была очень дешевая. Все называли ее «Прощай молодость». В каждом магазине она была, потому что в магазинах вообще все было одинаковое. Одежда одинаковая, обувь одинаковая. Если ты хочешь что-то более-менее нормальное купить, то тебе придется это там как-то по блату, где-то на базах. Либо здесь был морской город, у всех отцы, дяди ходили в море и, конечно же, привозили много жвачек и много разнообразной одежды из-за границы. Так вот, это обувь «Прощай молодость». Она завирусилась в нашем городе. Вы себе представить не можете. В какое-то время молодежь какая-то начала ее носить. Кто-то увидел и подумал: о, так прикольно. Прикольно, дешево и сердито. И все начали в нашем городе носить эту обувь. Если кто-то приедет из России и увидит это, что вся молодежь Калининграда оделась в старушкины ботинки, ну это было модно. Но вот это тот момент, когда в нашем городе может что-то завируситься очень сильно. Вот так же завирусилась строганина однажды. Ладно, я скажу, это все началось с кафе «Трио», который находится на Чайковского, 10. Там сейчас уже нету этого кафе. Но даже ходили слухи, что в этом кафе делают лучшую строганину. И я помню другое кафе, которое второе начало делать. То есть я была в этой сфере, и поэтому мы, естественно, ходили по разным заведениям и пробовали разные блюда с целью понять, у кого что. И поэтому я хорошо знаю, откуда это началось и откуда это пошло. И теперь практически в каждом заведении нашего города есть строганина. То есть она завирусилась, обычное дело. Марципаны завирусились также. Ну и янтарь, само собой, здесь вообще это исконно, изначально. Кстати, янтарь, к какому знаку зодиака относится янтарь? Несложно догадаться. Солнечный камень, конечно же, это лев. Солнечный камень относится ко льву, потому что управитель льва — солнце. Поэтому львицы, львята, львы, все приезжайте к нам. Вы просто должны купить обязательно себе сувенир из янтаря, который станет вашим талисманом. Ваш камень солнечный. Мы идем по Ленинскому проспекту. В окружении прекрасных домов отреставрированных, которые стали очень-очень красивыми в последние годы. И тут как бы получается такая возвышенность в городе. Мы сейчас на возвышенности, потому что если дойти до замка бывшего, где... Я вам показала местность, где раньше был замок, но так и не рассказала главного, что замок — это сердце города. С него начинался город. Город Кёнигсберг, который переводится как «Королевская гора». И замок находился на возвышенности. Потому что если встать вот сейчас на это место, где нет замка, мы увидим часть города, как бы в низине, в том числе и остров Канта.
Вот здесь мы подходим к этому зданию. И я помню, здесь был магазин «Радуга», где продавали ткани. Ткани, конечно же, здесь уже нет. Здесь есть вот счастливый взгляд. Салон часов. Кстати, часы. Какая это планета или связь планет? Какая планета отвечает за время? Мне вообще было бы очень интересно, если бы вы писали свое мнение, чтобы вы помогали мне раскладывать этот мир на планеты. Ну, как это выглядит? Ну, например, часы — это какая планета? Я сказала, янтарь — это солнце, солнечный камень. А часы? Просто есть какие-то понятия, которые уже точно в астрологии относятся к определенной планете. А есть какие-то спорные моменты. Вот спорные моменты можно было бы обсудить. Что-то как-то, мне кажется, без наушников и микрофона совсем тяжко. Потому что тут как-то шумно стало. Так вот, часы относятся к Сатурну, к планете Сатурн. Это последняя видимая планета, очень серьезная планета ограничений. Да, вот на велосипеде вообще просто шикарно по городу кататься. Можно проехаться по всем интересным местам. Большое преимущество в том, что это на свежем воздухе. Луна у нас сейчас движется в Близнецах. Что мы можем про это сказать? Близнецы — легкий воздушный двойственный знак. Время общения с родственниками, с соседями, с братьями и сестрами. Ну, с родственниками — это с близкими родственниками. И, конечно, хороши путешествия на близкие расстояния. Например, на море, из города. Хорошо куда-нибудь съездить недалеко, получить впечатление. Хорошо для общения. Вообще, чтобы провести это время гармонично, желательно найти какого-нибудь близнеца и пообщаться с ним, потому что у близнецов всегда очень много информации, с ними всегда интересно, они могут вам рассказать про все на свете, по чуть-чуть. Про все на свете по чуть-чуть. Это здорово. Так как Венера у нас вошла в Овна, это горячие, страстные эмоции. Но она в соединении с Нептуном, поэтому горячку, думаю, мало кто будет пороть. Так, температура воздуха нагревается, становится тепло. И даже как-то неудобно. Неудобно жарко. Ну, мы уже скоро с вами закончим. Я сейчас опять дойду до реки. Посмотрим, насколько река проснулась. Просто я долгое время жила в Москве на берегу реки, на высоте 11 этажа. И каждое утро была возможность видеть реку из окна. И за годы я заметила, я 5 лет жила там, и за годы я заметила, что по утрам река успокаивается. Вот никогда бы этого предположить не могла, как только если бы сама не увидела.
По утрам река спокойная, она как будто бы не течет. Она остановилась и стоит. И если какой-нибудь корабль или лодка с мотором проплывает, она буквально разрезает поверхность. Это очень впечатляюще выглядит. Мы пойдем на красный свет, потому что машин нет. Я надеюсь, камер тоже. Так. Так вот, так как по утрам река успокаивается, и сегодня утром, как утром, часа полтора назад, мы могли наблюдать спокойную реку, практически остановившуюся, пока город еще спал. Интересно посмотреть на нее сейчас. Скорее всего, сейчас она уже рябит. То есть она уже начала волноваться. Особенно волнуется вода к вечеру. Если вы такого не замечали, то обязательно сходите к водоему и посмотрите, что вода, она реагирует на эмоции города. Она как живая. Она живет вместе с городом. Да и не только вода, я думаю, вообще вся наша планета реагирует на наши вибрации, на вибрации людей. Когда нас много, мы просыпаемся и создаем такой жужжащий эффект. Весь город начинает жужжать, двигаться, перемещаться. И река, соответственно, тоже. Поглощает все эти эмоции, и на ней появляется рябь. А с утра все тихо. Я постараюсь иногда выходить с утра и наблюдать спящую реку вместе с вами. Планов у меня много. Надеюсь, они сбудутся. Так, напомню, мы находимся в городе Калининграде. Это самая западная точка России. Калининград находится на берегу Балтийского моря. Не на самом берегу, а в районе берега. На километров 20, 30, 40, смотря куда ехать. В какую точку моря мы хотим ехать. К какой точке. Вот, мы с вами идем к Стаканному мосту. Это основной мост города. Так. И сегодня вообще, в принципе, погода должна быть замечательная. Эфир у меня сделан по поводу соединения Венеры и Нептуна. Это аспект безумного романтизма, счастья, любви и вовлечения в какие-то радостные, счастливые грезы. Вовлечение в радостные грезы. Ощущение счастья. Также это любое творчество, съемка, музыка, вода, врачи. Врачи, это у нас Нептун. Лекарства тоже Нептун. Вот, к вопросу о том, что весь мир можно разложить на планеты, на характеристики планет. Это интересный вопрос. Было бы замечательно, если бы вы мне помогали. Своими мыслями, своим мнением. Допустим, общепризнано, что Нептун – это вода. Венера – это любовь. Можно сказать, что сегодня в небе соединяется вода и любовь. Любовь льется рекой. Либо, как это еще можно перевести на человеческие слова? Грезы – это вода, мечты – это вода. Это все то, чего, в принципе,
физическом мире нет. Что течет, что изменяет? Нептун. Кроме того, Нептун — это тайны. А так как Нептун вошел недавно в Овна, Овен у нас знак импульсивный, активный, возможно, будут скрываться тайны. До этого Нептун с 13 года был в своем знаке, в знаке рыб, и поэтому какие-то вещи были максимально искажены и скрыты. Ну вот теперь пришло время, когда все эти скрытости и тайны будут скрываться. Потому что Овен, он такой, знаете ли, прямолинейный, активный, даже агрессивный, за правду. Овен — это за правду. Когда планета тайн входит в знак, который за правду, тайны вскрываются. Особенно сейчас, когда Венера соединяется с планетой тайн. Венера — это любовь. Возможно, вскроются какие-то любовные тайны. Поэтому лучше бы вам было не обманывать друг друга, потому что сейчас это все может скрыться. В ближайшее время. Ну как сейчас? Ну это сейчас, это не сегодня. 15 лет, по-моему, Нептун будет в знаке Овна. Но он наиболее сильный, когда только входит в знак. Поэтому сейчас плюс-минус год. Время раскрытия тайн. Вдобавок ко всему, у нас скоро еще летом Уран входит в воздушную стихию. А я почему-то всегда думаю, что это будет похоже на то, как будто открыли кислород. Всем открыли кислород. Потому что в Тельце Урану было очень тяжело последние 7 лет. И мы все были в каких-то ограничениях. И вот, наконец-то, эти ограничения должны быть сняты. Я думаю, что все закончится. Мы получим такое ощущение, придет, как мы получим глоток свежего воздуха. Но я так это вижу, потому что последний раз Уран в своей стихии, в Водолее, был в 2002 году. Он вышел оттуда в знак рыб. То есть, получается, 23 года Уран не был в своей стихии. Это очень долго. Это очень много получается. И тут, наконец-то, он входит в Близнецы, в воздух. Конечно, ему тут будет где развернуться. Поэтому я думаю, что в ближайшее время будут развиваться, в ближайшие 7 лет, средства коммуникации. Да, возможно, мы даже начнем к соседям летать на чем-либо, потому что Уран — это воздух, Уран — это технологии, а Близнецы — это соседи. То есть будут такие технологии, которые коснутся общения с соседями. А что это могут быть за технологии? Ну, это, наверное, перелеты. Перелеты к соседям по воздуху. Было бы здорово. Ну и, конечно, языки, какие-то новые способы изучения языков. Многие люди изучат дополнительные языки. Вообще-то я думаю, что это к лучшему. Наконец-то Уран входит в воздушную стихию. И я, конечно, очень этого момента жду и ждала. Потому что, если вот вы помните, допустим, когда он вошел в Водолей, это был 95-й год. Что у вас было в 95-м году? Если вы резко ощутили какое-то облегчение, ну, например, когда Уран был в Козероге до 95-го года, это было трудное время, это была перестройка у нас в России, нечего было кушать, ничего не было, вообще ничего не было, магазины пустые были. И в 95-м году, когда он вошел в Водолея, так как я сама Водолей, я, конечно, почувствовала резкие перемены. То есть у меня сразу появилась работа денежная, у меня как бы все наладилось. Уран шел по Водолею, и каждый год он что-то давал и что-то отбирал. Что-то давал и что-то терялось само. Такие были американские горки. Поэтому сейчас в Близнецах он тоже будет действовать активно. У Близнецов будут появляться много возможностей, просто сыпаться на них. Главное их удержать. Потому что Уран такой шутник. Он дает, и тут же это можно потерять. Ну, в общем, я думаю, что придет какое-то освобождение для всех. Уран войдет в июле
Так что ждем к июлю хороших новостей. Ну, мы посмотрим, я буду стримить. Посмотрим, какие новости у нас будут к июлю. Я надеюсь, что я буду стримить, так как я только начала. Поддержите меня лайком, если вам не сложно. Ну, я, наверное, тогда буду заканчивать. Потому что уже и город проснулся, шумит. И потому что я уже, в принципе, пришла к тому месту, с которого и начинала. И хочу завершить. Хорошего вам дня, хорошего вам проигрывания аспекта Венера-Нептун. Потому что Венера — это любовь, а Нептун — это романтическая любовь. Я желаю вам любви, конечно же. Много любви. Так. До свидания.